1957 году Франция и ФРГ начали разработку совместного танка для вооруженных сил НАТО. Встревоженное этим советское руководство потребовало сконструировать новую, лучше вооруженную и защищенную машину. Одним из вариантов ответа на европейский вызов стал Объект-165, разработанный под руководством Леонида Николаевича Карцева на заводе номер 183 в Нижнем Тагиле. Будущий Т-62А отличался от Т-55 в первую очередь новой цельнолитой башней с погоном большего диаметра, обеспечивавшей лучшую защиту экипажа. В нее, кроме всего прочего, можно было установить более мощное орудие. В качестве такого была взята 100-мм нарезная пушка У-8ТС, модернизированный вариант Д-54ТС. К ноябрю 1958 года было изготовлено 3 опытных образца Объекта-165, а в 1961 выпущена установочная партия из еще 25 танков. Однако в марте следующего года массовое производство машины решили не начинать, а Т-62А из установочной партии отправили в Прикарпатский военный округ. Но давайте посмотрим, как эта боевая машина представлена в World of Tanks. Для начала сравним Т-62А с другими средними танками 10 уровня. Скорость поворота шасси нашего героя 56 градусов в секунду. Это лучшее значение среди одноклассников. Стоит учесть и высокую скорость поворота башни — целых 48 градусов в секунду. Этот показатель также лучший для СТ 10 уровня. Такие характеристики позволяют нам не только не опасаться карусели, но и самим крутить вражеские танки. Максимальная скорость Т-62А — 50 км в час. Да, показатель достаточно средний, но зато танк набирает скорость за считанные секунды. Если говорить об орудии, то нашего героя оно весьма не характерное для советской линейки танков. Точное, скорострельное, но с довольно низким разовым уроном. Время сведения всего 2 секунды, а это почти лучшее значение на уровне. Разброс при выстреле составляет 0,34 метра. Такая точность позволяет успешно вести бой как на средних, так и на дальних дистанциях. Разовый урон Т-62А в среднем 320 единиц. Как уже было замечено, это весьма слабый показатель для своего уровня, но необходимо учесть потрясающую скорострельность орудия. Усредненное пробитие подкалиберным снарядом 264 мм. Этого вполне хватит, чтобы пробить любой танк в игре. А вот бронирование Т-62А достаточно спорное. Верхняя броневая деталь толщиной в 102 мм расположена под хорошим углом, но стабильно выдерживает попадания только от танков 7-8 уровней, да и то не всегда. Толщина борта 75 мм, к тому же он не имеет наклонов, так что мы легко можем получить урон даже фугасным снарядом. Лоб башни явно выделяется на фоне остальной брони танка. Его бронирование целых 240 мм, а полусферическая форма позволяет отлично держать удар. Общая прочность нашего танка — 1950 единиц. Это вполне обычный показатель среди одноклассников. Обзором Т-62А тоже особо похвастаться не может. Он не отличается от других СТ 10 уровня и составляет 400 метров. Итак, подведем итоги. Если выделять слабые стороны нашего героя, то в первую очередь это ничем не примечательное бронирование корпуса. Кроме того, у танка плохие углы вертикальной наводки. Главное же преимущество Т-62А в высокой бронепробиваемости, хорошей точности и отличной скорострельности. Не забудем добавить к этим показателям еще и низкий силуэт. Теперь давайте рассмотрим основные приемы боевых действий на этой машине. Начнем с танкования башни. Прячем корпус таким образом, чтобы открытой оставалась только башня. Сделать это можно несколькими способами. Во-первых, используя особенности рельефа. Во-вторых, применяя остатки уничтоженных танков в роли укрытия. И, наконец, в-третьих, ведя стрельбу из окон полуразрушенных домов. Но используя этот прием, помните, люки на крыше башни пробиваются без проблем любыми одноуровневыми танками. Отдельно заметим, что не стоит пытаться принимать урон на башню от ПТ 10 уровня. Если есть возможность, не стойте на одном месте и слегка поворачивайте башню из стороны в сторону. Как только противник совершит ошибку, накажите его за это. Например, на карте Руинберг есть множество мест, где получится играть от башни. Если союзники заняли оборонительную позицию в городе, а мы успешно продавили деревню, первое, что нужно сделать, это проехать до квадрата Е5 и укрыться за обломками дома. И тут наступает очень интересный момент. Противник не может нам навредить, потому что мы хорошо защищены. И единственное, что ему остается — отступать.
Пока это происходит, можно смело разбирать врагов и одновременно их отвлекать. Как правило, подобный маневр приводит к полному разгрому соперника на этом направлении. Перейдем к следующему приему. Если притереться к противнику бортом и кататься вперед-назад, то ему будет крайне сложно попадать в уязвимые места на башне, а сама башня вполне может выдерживать попадания. Лучше всего прием работает против одиночных целей, но в сложной ситуации вы сможете превратить одного из неприятелей в живой щит. А теперь поиграем в снайпера. Точное орудие позволяет с легкостью выполнять эту роль. Можно ставить врага на гуслю, что позволит союзникам быстро с ним расправиться, а вам получить немного бонусного опыта. Тактика снайпера заключается в выборе замаскированных позиций и их смене, если противник вас обнаружил. Но стоит помнить, снайпер эффективен только если есть разведка. Если таковая отсутствует, то Т-62А может сыграть и эту роль. Как раз на игре разведчиком остановимся подробнее. Все, что нужно сделать, выбрать позицию ближе к противнику и, пользуясь прочной башней, не позволять ему пропасть из зоны видимости. А вот выкатываться из-за угла, чтобы посмотреть на противника, это прямой путь в ангар. Теперь объединим тактики разведчика и снайпера. Приезжаем в куст, обнаруживаем врага, откатываемся назад на 15 метров и стреляем по своему же засвету в соперника. Как использовать сильные стороны в бою, мы поговорили. Рассмотрим и уязвимые места танка. Т-62А не отличается хорошим бронированием, за исключением башни. Тем не менее, даже ее могут пробить в лючки на крыше. Кроме того, у этого танка весьма плотная компоновка модулей, и попадания в корпус, как правило, влекут за собой критические повреждения модулей. Если есть возможность, не подставляйте бока и корму под удар. Вдоль борта расположен боеуклад, а попадания в корму чреваты повреждением двигателя и баков. Теперь подробнее остановимся на выборе модулей и прокачке экипажа. С учетом всего вышесказанного мы советуем устанавливать следующее оборудование: стабилизатор вертикальной наводки, орудийный досылатель среднего калибра, просветленная оптика. Также возможен вариант для более агрессивной игры: стабилизатор вертикальной наводки, орудийный досылатель среднего калибра, вентиляция. Для экипажа предлагаем следующую комбинацию умений: командир, шестое чувство, ремонт, маскировка; наводчик, ремонт, плавный поворот башни, маскировка; механик-водитель, ремонт, король бездорожья, маскировка; заряжающий, ремонт, бесконтактная боеукладка, маскировка. Для агрессивной игры вторым перком стоит прокачать боевое братство с целью достижения максимальных тактико-технических характеристик. Что можно сказать, подводя итог? Играя на Т-62А, помните самое главное: уничтоженный танк не наносит урон. Поэтому не торопитесь и взвешивайте каждый свой шаг. Игра на острие атаки – главная ошибка начинающих. Старайтесь выживать. Именно в этом залог успеха. На этом все. Удачи на полях сражений!